Привет всем! Хотя многие утверждают, что Тэхён не настоящий, их повседневные действия отражают истину, которая не нуждается в ярлыках, они ведут себя как пара, которая не ищет одобрения, а просто хочет быть собой. Долгое время многие утверждали, что между Тэхёном и Чингуком нет особой связи, некоторые даже утверждают, что все, что они делают вместе, полностью спланировано, как будто они просто пытаются привлечь внимание публики или заработать на времени, проведенном вместе. Однако это мнение не совпадает с тем, что очевидно из их повседневного поведения. Если внимательно понаблюдать за тем, как они смотрят друг на друга, как они относятся друг к другу и как они себя ведут без камеры или шоу, становится очевидно, что между ними очень сильная связь, которую невозможно подделать. Тэхён и Чингук не из тех, кто притворяется или играет, чтобы угодить другим. В разное время оба заявляли, что не любят фан-сервис или выставлять на показ то, чего на самом деле не чувствуют. Это очевидно всякий раз, когда они вместе, их улыбки, взгляды, нежные слова или даже их молчание – детали, которые невозможно создать без настоящих эмоций. Это не сценарий и не стратегия, это отношения, выстроенные со временем, независимо от того, что говорят другие. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что говорят люди, которые не понимают, лучше сосредоточиться на том, что выражают Тэхён и Чингук. Когда они близки, им не нужно пытаться казаться связанными, и эта естественная близость – то, что заставляет многих, включая поклонников Тэхёна, признавать их отношения искренними. Помните, как Чингук думал, что Тэхён собирается сделать кому-то другой подарок, а в итоге улыбнулся как никогда раньше? Сцена начинается с небольшого жеста, но со значением, которое не требует слов. Тэхён держит подарок и начинает идти, как будто показывая, что это для Джей-Хоупа. Чингук, видя, куда направляется Тэхён, полностью меняет выражение лица, он переходит от спокойного к серьезному, словно ждал этого подарка. Неважно, что это за подарок, для него важно, кто его дарит. Эта перемена в лице Чингука показывает, что он обращает внимание не только на мелочи между коллегами. Вместо того, чтобы продолжить вручение, Тэхён остановился, затем, без предупреждения, он изменил направление и направился прямо к Чингуку. Этот момент изменил все, реакция Чингука была мгновенной. Его серьезность исчезла, и на ее месте появилась улыбка, которую видишь не каждый день. Эта улыбка была не только из-за полученного подарка, она была потому, что человек, который значил для него больше всего, выбрал его на публике. Эти действия, пусть и краткие, показали связь между ними. Это не был отрепетированный момент или что-то спланированное для камер, это была искренняя реакция, которая показывала, как много значил этот маленький жест. Такое взаимодействие не нужно преувеличивать, чтобы было ясно, что за ним стоит. Тэхён отпустил небольшую шутку, он пошел в другую сторону, а затем обернулся. Чингук не отреагировал так, будто увидел шутку, выражение его лица говорило само за себя, сам подарок, сам акт дарения, смена направления, каждая деталь имела для него огромное значение. Все это происходило на глазах у многих, но они не пытались скрыть своего общения. Когда армии впервые увидели Чингука и Тэхёна вместе, они не спросили, друзья ли они спросили, пара ли они. За эти годы Тэхён и Чингук продемонстрировали связь, которую невозможно объяснить простыми словами. Дело не только в близости или совместных моментах, это то, что можно заметить, когда они смотрят друг на друга, когда ищут друг друга, когда один улыбается, когда улыбается другой. Эта связь не нуждается в объяснениях. Вот почему, когда кто-то новый присоединяется к фандому, первое, что они обычно замечают, это не отношения Чингука и Чимина, а то, как Чингук ведет себя с Тэхёном. Многие задаются вопросом, находятся ли они в отношениях или между ними есть что-то большее, чем кажется на первый взгляд. То, как Тэхён касается плеча Чингука, то, как Чингук опирается на него, когда вокруг люди, или даже то, как они смотрят друг на друга, когда кажется, что никто не смотрит, всегда вызывает одни и те же вопросы у тех, кто только что познакомился. Эти сомнения не возникают из воздуха, они проистекают из чего-то, что кажется реальным и истинным. Тэхёну не нужно говорить Чингуку, что он важен, он показывает это. Чингуку не нужно говорить ему, что скучает по нему, он всегда ищет его.
Тэхёна невозможно объяснить в интервью или постах в социальных сетях, это очевидно в каждом их движении, даже в самые простые моменты, например, когда они делят пространство и чувствуют себя комфортно рядом друг с другом. Многие, кто поддерживает другие связи, возможно, не захотят этого видеть, но те, кто смотрит непредвзято, быстро заметят. Чингук всегда отличался от Тэхёна, не более ласковыми, не более выразительными, а более сдержанными, как будто рядом с Тэхёном все остальное отходит на второй план. Чтобы понять отношения Тэхёна и Чингука, не нужны сложные объяснения или нелепые теории, между ними глубокая эмоциональная связь, отражающаяся в каждом мгновении, которое они разделяют. Речь идет не только о физической близости или совпадении перед камерой, это способ узнать друг друга, не говоря ни слова. Такую связь трудно найти и еще труднее подделать. Многие пытаются отрицать то, что происходит между ними, потому что не хотят смотреть дальше. Они считают, что если Тэхён и Чингук обмениваются взглядами или жестами, то это только по работе. Но они ошибаются. Есть что-то более сильное, что можно увидеть, когда они наедине, когда нет давления софитов или камер. В такие моменты они демонстрируют некое искреннее доверие. Они заботятся друг о друге не из-за обязательств, они заботятся друг о друге, потому что это естественно. Эта взаимная защита очевидна во многих моментах, когда один из них устал, а другой поддерживает его, не говоря ни слова, когда они смеются над мелочами, понятными только им, когда они ищут друг друга в толпе, не привлекая лишнего внимания. Эти детали важнее любых публичных заявлений, ведь то, что реально, не всегда нужно объяснять словами. Также важно отметить, как они уважают друг друга. Тэхён позволяет Чингуку выражаться в своем собственном темпе, а Чингук понимает, когда Тэхёну нужно пространство или внимание. Между ними нет принуждения, есть баланс. А в настоящих отношениях это ценнее, чем излишне ласковые проявления. Поклонники Тэхёна понимают это, потому что умеют смотреть дальше очевидного, дело не в желании увидеть то, чего нет. Дело в том, чтобы распознать то, что есть, даже когда другие это упускают из виду. Отношения Тэхёна и Чингука построены на действиях, повседневных жестах, постоянных жестах, молчаливой поддержке и общем присутствии. Сколько бы вы ни пытались отрицать их связь, они живут ею, не скрывая. Этот момент демонстрирует то, что не каждый может увидеть с первого взгляда. Для Чингука все, что делает Тэхён, имеет ценность, выходящую за рамки объекта или ситуации. Когда Тэхён начал двигаться к Джей-Хоупу с подарком в руке, Чингук решил, что он не избранник. И хотя это была шутка, его реакция не была фальшивой, он не улыбался, не комментировал и не проявлял никаких эмоций. Мы увидели лишь молчание и серьезное выражение лица, которое невозможно было игнорировать.